Ключ лежал под дверью в конверте без обратного адреса. Надя нашла его в первый же вечер. Подняла, держала в руках, вертела. Обычный металлический ключ с биркой. На бирке 2 слова, написанных шариковой ручкой. «Служебный вход». Она еще не знала, что это значит, но что-то внутри уже сжалось. 3 дня назад она ехала в Москву в плацкартном вагоне, 18 часов из Уфы. Верхняя полка, чемодан под голову, за окном сентябрьский лес. В кармане пальто направление от областного управления культуры. Гербовая бумага, круглая печать, подпись начальника отдела. Надежда Ивановна Горелова, 50 года рождения, зачислена в труппу академического театра имени Орджоникидзе с 1 сентября 2000 года. Она перечитывала этот листок раз 20. В Уфе за нее держались обеими руками. Педагог по сцендвижению говорил, что таких пластичных девочек не видел лет 10. Мать шила ей платье из штапеля и откладывала по 3 рубля в месяц на Москву. Отец не говорил ничего. Просто взял чемодан и понес на вокзал. На перроне мать плакала и повторяла одно и то же. «Надюша, если что-то будет не так, сразу пиши. Не жди, не молчи, сразу». Тогда Надя не поняла, что значит «не так». Москва встретила запахом бензина и очередью у метро «Белорусская». Театр прислал адрес коммунальной квартиры на Садовом кольце. Дом 8, квартира 22, 3-й этаж. Надя поднялась с чемоданом, позвонила в дверь. Открыла женщина лет 50 в байковом халате. Посмотрела на чемодан, на Надю, снова на чемодан. «Из театра?» – спросила она. «Да». «Горелова?» «Да». «Проходи. 8-я комната в конце коридора. Туалет налево, кухня направо. Телефон через коммутатор. Будешь звонить, предупреждай соседей. Я Клавдия Степановна, комендант по жилью. Если вопросы, ко мне». Она ушла, не дожидаясь ответа. Надя прошла по коридору. Длинный, с треснутым линолеумом, запах борща и сырости. Слева чья-то дверь с табличкой «Не шуметь после 10». Справа детский велосипед, привязанный к трубе. Из-за одной двери слышалось радио, передавали сводку погоды. Из-за другой тихий разговор на повышенных тонах. 8 семей, 1 коридор, 1 телефон. Комната оказалась маленькой, метров 12, не больше. 2 кровати, шкаф, стол у окна, на столе настольная лампа с треснутым абажуром. На второй кровати уже лежали вещи, раскиданные, как после обыска. «Ой, привет, ты Горелова? Я Таня, Свистунова, из Горького. Я уже 2-й день здесь, уже все разведала». Девушка выскочила из-за шкафа. Невысокая, круглолицая, коса до пояса. В руках кулек с карамельками Мишка. «Хочешь, я привезла целый кулек. Мама сказала, в Москве нормальных конфет нет, только птичье молоко. Но там очередь 2 часа стоять». Она говорила быстро, без пауз, будто боялась, что ее перебьют. Надя взяла карамельку, села на свою кровать. Таня немедленно устроилась рядом и начала рассказывать все сразу. Про поезд, про коммутатор, про то, что в буфете театра дают гречневую кашу только до половины 12-го. Надя слушала рассеянно и смотрела в окно. Окно выходило во двор. Там стояли мусорные баки и голая рябина, а в углу двора низкое кирпичное строение с железной дверью. Над дверью деревянная табличка. Надя не могла прочитать, что на ней написано. Первый день в театре начался в 8 утра. Сбор труппы в репетиционном зале. Человек 30. Актеры, администраторы, помощники режиссера. Новеньких было 4. Надя, Таня, еще 2 из Свердловска и Саратова. Им показали места в хвосте зала. Зинаида Петровна Малахова вошла раньше всех. Ей было лет 60, может больше. Прямая спина, серебряные волосы, убранные в пучок. Голос низкий, хрипловатый, как у человека, который всю жизнь много курил. Она прошла мимо новеньких, не повернув головы, села в кресло у окна, раскрыла папку с текстом, потом обернулась. Посмотрела на Надю долго, оценивающе, без улыбки. «Откуда?» – спросила она. «Из Уфы». «Горелова?» «Да». Зинаида Петровна кивнула.
Помолчала, потом сказала тихо, так, чтобы слышала только Надя. «Держись подальше от ночных репетиций». И снова уткнулась в папку. Надя хотела спросить, что это значит, но не успела. Вениамин Захарович Кудрявцев вошел без предупреждения. 50 с небольшим, высокий, широкие плечи, темный пиджак с орденской планкой. Лицо правильное, мужественное, из тех, что ставят на обложке журнала «Театр». Народный артист СССР. Лауреат государственной премии трижды. Человек, который вывел провинциальный коллектив в первые ряды советского театра. Он не здоровался, просто прошел мимо труппы, и труппа как будто выпрямилась сама собой. Кто-то убрал со стола лишние вещи, кто-то замолчал на полусловие, кто-то опустил глаза. Кудрявцев остановился посередине зала, обвел всех взглядом, медленно. «Сезон начинается. Новые лица хорошо. Посмотрим, что умеет». Старые лица. Помните, что прошлый год ничего не значит. Здесь каждый сезон первый. Он повернулся к Нине Аркадьевне, завлиту. Расписание. Та быстро встала, начала зачитывать. Надя смотрела на Кудрявцева. Хотела поймать его взгляд, хотя бы на секунду, хотя бы знак, что он ее заметил. Он прошел мимо новеньких, не остановившись. Потом, на выходе, на мгновение повернул голову. Посмотрел на нее. Не улыбнулся, просто посмотрел. И вышел. Надя не поняла, почему после этого взгляда ей стало холодно. После сбора к ней подошла Валентина Рощина. Комсорг. Круглые очки, комсомольский значок на лацкане. Очень правильное лицо. «Горелова? Добро пожаловать. Я Рощина, комсорг труппы. Если нужна помощь с пропиской или очередью на жилье, обращайтесь. У нас коллектив дружный, сплоченный. Главное понимать, что здесь все держится на доверии к руководству. Вениамин Захарович – это не просто режиссер, это идейный руководитель. Понимаете? «Понимаю», – сказала Надя. «Хорошо, тогда все будет хорошо». Валентина Рощина ушла, не дожидаясь ответа. Точно так же, как утром. Клавдия Степановна. Все здесь что-то говорили, и никто ничего не объяснял. Вечером Надя вернулась в коммуналку. Таня уже была дома, лежала на кровати с книгой. Сказала, что в буфете была гречка, и она взяла двойную порцию. Предложила Наде бутерброд с плавленым сырком. Надя не хотела есть. Сидела у окна и смотрела во двор. Кирпичное строение с железной дверью было освещено. Тусклая лампочка над входом. Табличка теперь читалась: «Служебный вход. Посторонним вход запрещен». «Там что?» – спросила Надя у Тани. «Где?» «Вон то строение во дворе». Таня поднялась, посмотрела в окно. «Не знаю. Может, склад? Или подсобка какая-нибудь? Дверь железная». «Ну и что? Мало ли?» – спроси у Клавдии Степановны. Надя хотела спросить, но что-то остановило ее. Та же интонация, которую она слышала весь день. «Не задавай лишних вопросов. Не смотри, куда не надо. Не высовывайся». Она не спросила. Потом она нашла конверт. Он лежал под дверью, белый, без надписи. Надя открыла. Внутри листок, вырванный из блокнота. 8 слов, написанных синей ручкой, ровным почерком. Репетиция. 2200. Служебный вход. Для вас оставят ключ. Ни подписи, ни числа. Надя перечитала 3 раза. Таня через плечо заглянула в листок. «О, тебя на репетицию вызвали. Это хорошо, значит, заметили. Везет же людям. Ты первый день в театре и уже персональная репетиция». «Здесь нет подписи», — сказала Надя. «Ну и что? Кто еще может вызывать на репетицию, как не главный режиссер?» Надя молчала. Вспомнила взгляд Кудрявцева на выходе из зала. Холодный, изучающий. Как у человека, который смотрит не на тебя, а сквозь тебя. И видит то, что ему нужно. Вспомнила слова Зинаиды Петровны. «Держись подальше от ночных репетиций». «Слушай, а кто такая эта Малахова?» – спросила Надя. «Зинаида Петровна?» Таня пожала плечами. «Старейшая актриса театра. Говорят, она здесь чуть ли не с 50-х годов. Роли давно не получает, но уходить не уходит». Клавдия Степановна сказала, у нее комната отдельная, не коммуналка. Значит, с театром договорилась как-то. «О чем договорилась?» «Ну, об условиях, не знаю».
Надя сложила листок, положила на стол рядом с ключом, которого еще не было. Она нашла его позже, около 10 вечера, вышла в коридор за водой. На полу у двери конверт, в нем ключ и бирка с 2 словами «Служебный вход». В коммуналке стихало, за стеной Клавдия Степановна выключила радио. В конце коридора хлопнула дверь. Где-то заплакал ребенок и снова замолчал. Надя сидела на кровати, держала ключ. Таня спала. Быстро, крепко, по-детски. В голове крутилось одно и то же. Она приехала сюда за сценой, за Москвой, за мечтой, которой было столько лет, что она уже не казалась мечтой, казалась долгом. Перед матерью, которая шила платье и откладывала по 3 рубля. Перед педагогом, который говорил: «У тебя есть то, что нельзя научить». Перед собой 6-летней, которая в первый раз вышла на сцену в Уфимском доме культуры и поняла, что больше нигде не хочет быть. Ключ был теплым в руке. Надя посмотрела на часы. 10:30. Репетиция в 10. Время уже прошло. Она встала, подошла к окну. Во дворе темно, только лампочка над железной дверью, служебный вход. И вдруг поняла, свет над дверью все еще горит. Кто-то ждет. Она взяла ключ, накинула пальто, вышла тихо, чтобы не разбудить Таню. В коридоре было темно, линолеум скрипел под ногами. Она шла медленно, прижимаясь к стене. На кухне капал кран. Чьи-то тапки стояли у двери в туалет. Надя спустилась во двор. Холодный воздух, запах осени и мокрого асфальта. Голая рябина без ягод. Темные окна дома. Только в одном горел свет. Чей-то телевизор мерцал синим. Она подошла к железной двери, вставила ключ, повернула. Замок щелкнул. И только тогда она вспомнила голос Зинаиды Петровны. Тихий, ровный, без паники. Как говорят люди, которые давно перестали удивляться тому, о чем предупреждают. Держись подальше от ночных репетиций. Дверь открылась. За ней уходили вниз бетонные ступени, освещенные тусклой лампочкой. Пахло подвалом, сыростью и чем-то еще. Затхлым, застоявшимся, как в комнате, которую долго не проветривали. Надя стояла на пороге и смотрела вниз. И не знала, это начало ее карьеры или конец чего-то, что потом не вернуть. Если вы уже чувствуете, что здесь что-то не так, вы правы. Подпишитесь. Завтра выйдет история, после которой вопросов станет еще больше. Она спустилась. 15 ступеней. Надя считала. Не потому что хотела, а потому что ноги сами замедлились, и мозг искал хоть что-то, за что можно держаться. Коридор внизу был узкий, 1,5 метра в ширину, не больше. Бетонные стены, бетонный пол, поверх старый линолеум. Рисунок давно стерся. Лампочки через каждые 3 метра, но горели не все. В промежутках темнота, в которой угадывались только контуры. Надя шла вперед. Где-то капала вода. Ритмично, как часы. Кап, кап, кап. Впереди дверь. Обычная деревянная, номер 3 на жестяной табличке. Из-под двери полоска света. Надя остановилась. Положила руку на ручку. Рука не дрожала. Она удивилась этому. Внутри все было сжато в один тугой узел, но снаружи спокойно. Как будто тело уже решило что-то, о чем голова еще не знала. Она толкнула дверь. Зал был небольшой, 25 метров, не больше. Станки вдоль стены, стулья в ряд, прожектор на штативе, направленный в потолок. Зеркала во всю длину одной стены. В них отражался весь зал, и Надя увидела себя сразу. Растрепанные волосы, пальто поверх домашнего, растерянный взгляд. Она выглядела как человек, которого разбудили среди ночи. Кудрявцев сидел в кресле у дальней стены. Ноги вытянуты, руки на подлокотниках. Перед ним на столике пепельница, пачка беломора, стакан чаю. Он не встал, когда вошла Надя. Просто посмотрел. «Садитесь», — сказал он. Кивнул на стул напротив. Надя сняла пальто, перекинула через руку, села. Кудрявцев закурил. Долго молчал, глядя куда-то в сторону. Надя ждала. «Горелова», — произнес он наконец. Не вопрос, просто ее фамилия, как будто проверял, как звучит. «Да». «Из Уфы». «Да».
Педагог Соколовский? Надя удивилась, что он знает имя. Да, Евгений Матвеевич. Хороший педагог. Он написал мне о вас. Сказал, есть нутро. Нутро — это не техника. Технике можно научить. Нутру нельзя. Надя молчала. Что-то в интонации было не так. Слова правильные, но тон, как у человека, который читает инструкцию, а не говорит с живым человеком. «Я смотрел на вас сегодня на сборе», — продолжал Кудрявцев. «Вы единственная из новеньких, кто не улыбался. Остальные улыбались. Хотели понравиться. А вы просто смотрели. Это хорошо. Значит, думаете». «Я просто не знала, нужно ли улыбаться». «Не нужно. Здесь не детский утренник. Здесь делают спектакли». Он затянулся, выпустил дым в сторону. «Знаете, почему я вас вызвал?» «Нет». «Потому что я вижу людей. Это мой профессиональный инструмент. Я смотрю на человека и понимаю, что с ним можно сделать. Из вас можно сделать очень многое, но это требует особой работы. Не той, что в расписании, другой». Надя почувствовала, как узел внутри стянулся туже. «Какой другой?» Кудрявцев посмотрел на нее впервые, прямо, без обходного маневра. «Здесь есть система. Официальная. Репетиции, спектакли, распределение ролей. И есть другая. Та, которая решает, кто попадает в первую. Понимаете?» «Нет», — сказала Надя. И это было правдой. Тогда объясню проще. Роли не раздают по таланту. По таланту в идеальном мире. Здесь другой мир. Здесь роли получает тот, кого я вижу. Кто работает со мной напрямую. Кому я уделяю личное время. Пауза. Вот это время, он указал на зал, и есть то самое. Я предлагаю вам его. Не всем, только тем, в кого верю. Надя смотрела на него. В голове складывалось что-то. Медленно, как пазл, детали которого не хочется соединять. «И что это предполагает?» — спросила она тихо. Кудрявцев усмехнулся. Не зло, устало, как человек, которому задают один и тот же вопрос 100-й раз. Это предполагает доверие. Полное, без оговорок, без вопросов. Вы делаете то, что я говорю, на сцене и вне сцены. Я делаю из вас имя. Все просто. Надя встала. Мне нужно подумать. Думайте. До пятницы. После пятницы думать будет уже незачем. Она взяла пальто, пошла к двери. «Горелова?» Она остановилась, не обернувшись. «Соколовский написал мне, что вы умная. Умные люди понимают, идеальных вариантов не бывает. Бывают только варианты, которые тебя устраивают, и варианты, которые тебя не устраивают. Подумайте, какой вас устраивает». Надя вышла, прошла по коридору, поднялась по 15 ступеням, вышла во двор. Лампочка над железной дверью все еще горела. Она не помнила, как дошла до коммуналки. Таня спала, отвернувшись к стене. Надя разделась, легла, уставилась в потолок. Трещина от угла до середины, она ее уже успела запомнить. Думала. Про Кудрявцева, про его слова, про то, как он сидел в кресле, спокойно, уверенно, как человек в своем кабинете, а не в подвальном зале в половине 12-го ночи. И еще про одно думала, хотя не хотела. Он сказал: «Роли получает тот, кого я вижу». А завтра она увидит тех, кого он уже увидел. И поймет, что это значит. Утром на репетиции она смотрела на женщин труппы иначе. Их было 18, разных возрастов, разных типажей. Надя наблюдала, как держатся, как реагируют, когда Кудрявцев входит в зал, как смотрят или не смотрят на него. Ира Сафонова, 25 лет, главные роли 2 сезона подряд. Когда Кудрявцев проходил мимо нее, она чуть опускала голову. Не поклон, просто взгляд вниз, на секунду. Галя Панина, 22 года, 2-й состав. Она вообще не смотрела в сторону режиссера, отворачивалась намеренно, находила что-то изучать в партитуре, в стене, в своих ногтях, лишь бы не в него. Лариса Вяткина, 30, опытная, технически сильная. Она смотрела на Кудрявцева прямо, без выражения. Как смотрят на что-то, с чем давно примирились. И Зинаида Петровна. Та сидела в своем кресле у окна и не смотрела никуда, просто перелистывала страницы. Надя видела, каждая из них что-то знает, и каждая молчит. Но молчание у всех было разным. У Иры покорное,
У Гали испуганная, у Ларисы мертвая, у Зинаиды Петровны тяжелая, как у человека, который устал нести, но не может бросить. После репетиции Надя поймала момент, когда Зинаида Петровна выходила одна, без посторонних. «Зинаида Петровна, можно спросить?» Та остановилась, повернулась, изучила Надю взглядом. «Спрашивай. Вчера вы сказали держаться подальше от ночных репетиций. Почему?» Долгая пауза. «Потому что оттуда не возвращаются такими, какими ушли. Я уже ходила». Зинаида Петровна ничего не сказала, только посмотрела, и в этом взгляде было что-то такое, от чего у Нади сжалось горло. Не жалость, узнавание. «Он тебе что-то предложил?» «Да». «Ты ответила?» Сказала, что подумаю. До пятницы. Зинаида Петровна кивнула медленно. «Тогда у тебя еще есть время». «На что?» «Посмотреть, понять, решить. Но я не знаю, что решать. Он говорил про роли, про доверие, про какую-то систему. Я не поняла до конца, что именно он имел в виду». Зинаида Петровна чуть усмехнулась, невесело. «Ты все поняла», — сказала она. Просто еще не разрешила себе это признать. Она пошла дальше. Надя осталась стоять в коридоре и поняла, что Зинаида Петровна права. В тот же день после обеда Таня пришла в комнату другой. Надя сразу заметила. Не болтает, смотрит в окно. Карамельки лежат нетронутые. «Ты как?» «Нормально». «Что случилось?» «Ничего». Пауза. «Мне дали роль», — сказала Таня. Тихо. «Второй состав в «Чайке». Раньше там была Оксана Петрук. Ее без объяснений заменили». «Это же хорошо?» — осторожно сказала Надя. Таня не ответила, продолжала смотреть в окно. «Таня, тебя тоже вызывали?» Долгое молчание. Потом Таня встала, взяла полотенце. «Я в душ». Вышла и закрыла дверь. Надя осталась одна, смотрела на нетронутый кулек с карамельками. Таня приехала из Горького с косой до пояса и кульком мишки. Болтала без остановки, угощала всех. Первый день светлая, легкая, незащищенная, как воздушный шар. Теперь она не могла смотреть Наде в глаза. И роль у нее уже была. Надя пошла к Зинаиде Петровне сама, нашла ее в конце коридора. Та сидела у себя в комнате, одной на всю труппу. Читала при свете настольной лампы. Открыла не сразу, посмотрела, пропустила внутрь. Комната была маленькая, но обжитая. Книги на полках, фотографии на стене, старый торшер в углу. На подоконнике герань в горшке. «Садись». Надя села. «Таня Свистунова получила роль», — сказала она. «Знаю. Значит, она...» «Да. Это быстро. Он не тратит времени. Видит, кто слабее, берет первым». Надя помолчала. «А сколько их здесь? Тех, кто через это прошел?» Зинаида Петровна отложила книгу, посмотрела на Надю. «Ты хочешь знать все или не все?» «Да, не все». Есть те, кто отказался. Уехали. Нина Борисовна ушла 3 года назад, перевелась в Воронеж. Официально по семейным обстоятельствам. Еще до нее Света Крылова. Та просто исчезла однажды, чемодан собрала за ночь. Никто не спрашивал, куда. А те, кто остался? Разные. Кто привык, кто сломался, но терпит, кто убедил себя, что по-другому нельзя. А вы? Долгая пауза. Я была здесь еще до Кудрявцева. Играла главные роли при 3 режиссерах. Когда он пришел, мне было уже за 40. Он меня не трогал, я была ему неинтересна. Но я видела все. 20 лет. Все видела и молчала. Она встала, подошла к полке, провела пальцем по корешкам книг. Знаешь, что самое страшное? Не то, что он делает. То, что система его защищает. Не потому, что злая. Просто потому, что он – результат. Медали, премии, аншлаги. Пока есть результат, система не задает вопросов. Но кто-то же должен знать. Все знают. Директор знает, завлит знает, Рощина знает. Знает и молчат. У каждого свое. У директора партийная карьера. У завлита московская прописка. У Рощиной комсомольская характеристика, без которой не поедешь ни на какой обмен опытом.
Надя смотрела на нее. И никто за 20 лет не сказал вслух? Зинаида Петровна снова взяла книгу. Нина Борисовна сказала, написала в горком партии, анонимно, через знакомого журналиста. И что? Приехал инспектор из Министерства культуры, провел проверку, поговорил с коллективом. Кудрявцев показал ему 3 новых постановки, план работы на 2 сезона вперед и папку с рецензиями из «Правды». Инспектор уехал довольный. Написал отчет. Образцовый коллектив, высокий уровень, передовой опыт. А Нина Борисовна? Через месяц ее перевели в Воронеж, по собственному желанию. Тишина. Только где-то в коридоре капал кран. Кап, кап, кап. «Значит, нельзя», — сказала Надя. «Не в лоб», — поправила Зинаида Петровна. «Нельзя в лоб. Система не говорит «нет». Она говорит «подождите» и «не ваше дело». Она переводит в Воронеж. Она пишет в характеристике «психологически неустойчиво», и ты не можешь бороться с тем, что никогда не отказывает напрямую. Надя встала. «Ну тогда что делать?» Зинаида Петровна посмотрела на нее долгим взглядом. «До пятницы у тебя еще 3 дня. Смотри, слушай, запоминай». «Зачем?» «Потому что однажды это пригодится». Надя вышла в коридор. За окном коммуналки горела единственная лампочка над служебным входом. Она светила каждую ночь. И Надя поняла, она светила не для нее одной. Напишите в комментариях, вы думали так же или вы с самого начала догадались? Во вторник утром Надю убрали из репетиции. Не выгнали, не сказали ничего плохого. Просто Нина Аркадьевна Завлит подошла в перерыве и сообщила ровным голосом, без эмоций. «Горелова, ваша группа переходит в малый зал. Расписание немного скорректировали. Ничего страшного, просто перераспределение». И ушла. Надя посмотрела на доску с расписанием. Малый зал – это не репетиция основного состава, это упражнение, разминка. То, чем занимаются студенты театральных училищ и те, кого пока не замечают. Она ничего не нарушила, никуда не опоздала. Просто не ответила Кудрявцеву до пятницы, а пятница еще не наступила. Но наказание уже началось. В малом зале их было 5. 2 из Свердловска, 1 из Саратова, Надя и еще одна девушка, Оля Беляева, тихая, с постоянно опущенными плечами. Они делали растяжку под руководством помощника режиссера Семена Борисовича, пожилого, равнодушного, пахнущего валерьянкой. Семен Борисович давал упражнения, смотрел в окно, иногда говорил «еще раз». Надя тянулась, дышала, считала про себя и думала. Думала о том, что наказание незаметное, страшнее громкого. Громкое можно оспорить, незаметное нельзя. Ты жалуешься, меня перевели в малый зал. Тебе отвечают, расписание скорректировали, ничего страшного. И что ты скажешь? Что тебя наказали? Докажи. Ты ничего не докажешь. Система не кричит, она просто полочку за полочкой. Это Зинаида Петровна сказала. Она тогда не поняла до конца. Теперь поняла. После обеда пришла другая новость. Надя узнала случайно, в коридоре, от Ларисы Веткиной. Та проходила мимо, остановилась, бросила через плечо. Горелова слышала? Роль в «Трех сестрах» отдали Полине Смирновой. Какую роль? Машу. Там было 3 кандидатуры. Ты была в списке. Я? Я же только пришла. Соколовский прислал письмо Кудрявцеву. Рекомендация. Говорят, очень убедительная. Вениамин Захарович сам тебя в список внес. Надя молчала. «А теперь вычеркнул?» – спросила она тихо. Лариса пожала плечами, молча пошла дальше. Надя стояла в коридоре. В голове складывалась простая арифметика. Соколовский рекомендовал ее. Значит, Кудрявцев ее заметил не случайно. Внес в список. Показал, что может дать. А теперь показывает, что может забрать. Не потому, что она плохо работает. Потому что не пришла в пятницу. То есть еще не пришла. До пятницы еще 2 дня. Он не ждет пятницы. Он уже дает понять, что будет, если она скажет «нет». Вечером Надя сидела на кухне одна. Пила чай из эмалированной кружки. За окном темнело.
На плите у соседки Клавдии Степановны что-то кипело, запах капусты и лаврового листа. Пришла Зинаида Петровна, молча налила себе кипятку, села напротив. «Знаю», — сказала Надя, не дожидаясь вопроса. «Полина Смирнова получила Машу». «Да». «И в малый зал меня перевели». «Да». «Он не ждет пятницы. Уже сейчас». Зинаида Петровна держала кружку обеими руками, смотрела в стол. «Он умеет считать время лучше, чем ты думаешь. Не ждет, пока ты скажешь «нет». Начинает убирать, пока ты еще думаешь, чтобы к пятнице у тебя уже ничего не осталось, кроме выбора между пустотой и его условиями». «Это давление». «Это система», — поправила Зинаида Петровна. «Давление — это когда тебя толкают, а здесь тебя не толкают, просто убирают опоры, одну за другой. Ты сама падаешь, и сама же к нему приходишь». Надя поставила кружку. «Зинаида Петровна». «Вы говорили, есть другой способ, не в лоб». «Говорила». «Что это значит?» Та помолчала. Долго. За окном зажглась лампочка над служебным входом. «Это значит собирать. Даты, слова, имена, кто, когда, что именно. Зачем? Нина Борисовна уже пробовала. Инспектор уехал довольным. Нина Борисовна написала письмо без подписи. Это легко игнорировать. А если будет голос, живой, на пленке, это уже другое». Надя вздрогнула. «На пленке?» «Я сказала слишком много», — сказала Зинаида Петровна и встала. «Иди спать, до пятницы еще есть время». Она взяла кружку и вышла. Надя осталась одна с запахом капусты и лаврового листа и с одним словом, которое теперь билось в голове. Пленка. В среду стало хуже. Надя пришла на утреннюю репетицию и обнаружила, что ее имени нет в списке на доске. Совсем. Ни малый зал, ни основная репетиция, никуда. Просто пустота. Она нашла Нину Аркадьевну. «Простите, меня нет в расписании на сегодня». Завлит посмотрела на список, потом на Надю. «Да, сегодня у вас свободный день. Вениамин Захарович решил дать новеньким время на адаптацию». «Кому именно из новеньких?» Нина Аркадьевна снова посмотрела в список. «Вам. Только ей. Не четверым. Ей одной». «Почему?» «Не знаю. Так решено. Если есть вопросы, к Вениамину Захаровичу». Она ушла. Надя стояла в пустом коридоре. «Если есть вопросы, к Вениамину Захаровичу». Отличный совет. Иди к человеку, который убирает тебя из расписания, и спроси, зачем он это делает. Он скажет «адаптация», «отдых», «ничего страшного». И будет прав, потому что формально ничего не нарушено. Свободный день, забота о новеньких. Тошнота подступила к горлу. Она вышла на улицу. Закурить бы, но она не курила. Просто постояла у двери, дышала холодным воздухом. Потом пошла обратно в коммуналку. Таня была дома. Сидела за столом, зубрила текст. Водила губами, листала страницы. Когда Надя вошла, на секунду подняла глаза и снова опустила. «У тебя выходной?» — спросила она, не глядя. «Что-то вроде. Понятно». Тишина. Только шелест страниц. Надя легла на кровать, смотрела в потолок. Трещина от угла до середины. Она уже знала каждый изгиб. «Таня». «Что?» «Ты понимаешь, что происходит?» Долгая пауза. Таня закрыла тетрадь. «Я понимаю, что у меня роль. И прописка будет. Нина Аркадьевна сказала, документы уже оформляет». «Тебе дали прописку за это?» Таня не ответила. «Таня, это ненормально. То, что происходит, это ненормально». «Надя». Голос у нее был тихий, ровный. «Ты из Уфы, я из Горького, у меня мать, она одна. Ей 62 года, она работает на заводе, у нее больные ноги. Если я останусь в Москве, я смогу ей помогать. Если меня отправят обратно, она будет одна, понимаешь?» «Понимаю». «Тогда не спрашивай меня больше». Она снова открыла тетрадь и уткнулась в текст. Надя смотрела в потолок. Вот оно. У каждой свое. Таня защищает мать, Лариса защищает мертвое достоинство. Рощина защищает партбилет. Зинаида Петровна защищает комнату, которую дал театр.
и 20 лет молчания, из которых уже не выйти. Нет злодеев. Есть только люди, которые защищают то единственное, что у них осталось. И именно это делает их молчаливыми. Не злость, страх потерять. В четверг утром Надя столкнулась с Олей Беляевой в коридоре. Та несла стопку бумаг, торопилась. Почти прошла мимо, но Надя ее остановила. «Оля, одну секунду». Беляева остановилась, посмотрела испуганно, как смотрит человек, которого поймали на чем-то, хотя он ничего не сделал. «Ты здесь давно? Ты же не новенькая? Ты с прошлого сезона?» «С прошлого лета», — тихо сказала Оля. «И как ты?» «Нормально. Тебя вызывали на ночную репетицию?» Оля моргнула. Стопка бумаг едва не выпала из рук. «Не знаю, о чем ты говоришь». «Я о служебном входе, о подвальном зале с номером 3». Молчание. «Оля, мне нужно идти». Она уже пятилась. «Прости, мне правда нужно идти». Она повернулась и почти побежала по коридору. Бумаги шуршали у нее в руках. Надя смотрела ей вслед. Испуг был настоящий. Ни удивление, ни непонимание. Именно испуг. Мгновенный, животный. Как у человека, которому назвали что-то, о чем он думает каждый день, но произносить вслух запрещено. Оля знала. Оля прошла через это и молчит. И будет молчать. Потому что у нее тоже есть что-то, что она защищает. У всех здесь есть. Никто ничего не видел. В четверг вечером пришла Валентина Рощина. Постучала в дверь комнаты. Вошла, огляделась, деловито, привычно, как инспектор. «Горелова, можно поговорить?» «Можно». Таня вышла сама, молча взяла полотенце и ушла. Рощина присела на край Таниной кровати, сложила руки на коленях. «Надежда Ивановна, я хочу, чтобы вы понимали, я отношусь к вам хорошо, как к молодому члену нашего коллектива, поэтому говорю прямо. Слушаю. Вениамин Захарович уделяет вам внимание. Это не каждому достается. Вы это понимаете?» «Понимаю». «Хорошо. Тогда вы должны понимать и другое. Коллектив – это организм, живой. В нем каждый на своем месте. Те, кто работают с режиссером в одном направлении, движутся вперед. Те, кто идут поперек, она помолчала, организм их отторгает. Это угроза? Это медицина, сказала Рощина ровно. Никакой угрозы, просто физиология. Надя смотрела на нее. «Валентина Андреевна, а у вас есть дети?» Рощина чуть напряглась. «Дочь, 11 лет. А при чем здесь?» «Просто интересно. Что вы ей расскажете, когда она вырастет? Про физиологию и организм?» Тишина. Рощина встала, одернула пиджак. «Я вам желаю разума, Горелова. До пятницы еще есть время им воспользоваться». Она вышла. Надя осталась одна. За окном снова горела лампочка над служебным входом. Каждую ночь горела. И Надя впервые подумала про то, что сказала Зинаида Петровна. Пленка. Что если не прятаться, не бежать, не писать анонимные письма в горком, а дать ему самому сказать вслух то, что он обычно говорит только в закрытом подвальном зале, где нет свидетелей, где нет подписи, где есть только его слово против ее. Его голос. На пленке. Это уже нельзя назвать выдумкой. Нельзя списать на истерику, нельзя перевести в Воронеж и закрыть дело. Надя встала, оделась, вышла в коридор, прошла мимо кухни, мимо велосипеда у трубы, мимо двери с табличкой «Не шуметь после 10». Остановилась у комнаты Зинаиды Петровны, постучала. Открыли не сразу. Зинаида Петровна стояла в дверях в халате, без очков. Значит, уже ложилась. «Поздно», — сказала она. «Я знаю», — ответила Надя. «Но вы говорили о пленке. Я хочу это сделать». Долгая пауза. Зинаида Петровна смотрела на нее. Без удивления, как будто ждала этого разговора. «Войди», — сказала она наконец. Надя вошла. И только тогда поняла. Зинаида Петровна ждала ее не первый год. Она ждала такую девочку, которая придет сама, которая скажет «я хочу это сделать». Но одно Надя еще не знала.
Зинаида Петровна ждала не только ее. Зинаида Петровна закрыла двери на крючок. Это Надя заметила сразу. Не на ключ. На маленький железный крючок, который дает не безопасность, а секунду. Секунду, чтобы услышать, если кто-то войдет. «Садись». Надя села на стул у стола. Зинаида Петровна подошла к шкафу, открыла нижнюю дверцу, сдвинула стопку журналов, достала коробку из-под обуви, поставила на стол, сняла крышку. Внутри катушечный магнитофон. Маленький, советский. Комета 209. Надя такие видела в домах культуры. Этот был старый, потертый, но катушка на месте и пленка намотана. «Откуда?» – тихо спросила Надя. «Неважно откуда. Важно, работает». Зинаида Петровна провела пальцем по корпусу. Аккуратно, как по старой ране. Я держала его 3 года. Ждала человека, который войдет в тот зал не как жертва, а как свидетель. «Вы не могли сами?» «Меня он туда не зовет. Я уже сказала. Он берет молодых. Мне он давно не интересен». Надя смотрела на магнитофон. «И что я должна сделать?» «Прийти на пятничную репетицию. С сумкой. Магнитофон внутрь. Включить заранее, в коридоре, до того, как войдешь. Положить сумку у двери. Уйти в конце. Пленка останется. Он заметит? Нет. Он слишком уверен в себе. Уверенность – его единственная слабость. Он думает, что никто никогда не посмеет. Именно поэтому посмеет. Тишина. Зинаида Петровна закрыла коробку. Поставила обратно на полку. «Я не говорю тебе делай. Я говорю, есть такой способ. Думай». Надя встала. Пошла к двери. Уже взялась за ручку и вдруг остановилась. «Зинаида Петровна, а если он не скажет ничего конкретного, просто будет говорить про доверие и работу?» «Он скажет», — ответила та. «Он всегда говорит. Ему нравится объяснять. Он думает, это убеждает. На самом деле, это его привычка. 20 лет – одна и та же привычка». Надя вышла. В коридоре было тихо. Только капал кран на кухне. Кап, кап, кап. Надя вернулась в комнату и легла. Таня уже спала. Дышала ровно, спокойно. Надя смотрела в потолок и думала. Казалось бы, план есть, магнитофон есть. Пятница завтра. Бери и делай. Но внутри было что-то, что мешало. Не страх, что-то другое. Она начала вспоминать. С самого начала, с той первой ночи. Конверт. Ключ. 15 ступеней. Зал с зеркалами. Кудрявцев в кресле. Его слова. Нутро нельзя научить. Роли получает тот, кого я вижу. Доверие без оговорок. Она встала, ушла. Пришла домой, легла. Это она рассказывала себе. Это она рассказывала читателю. Но был еще вторник. И еще среда. Она не рассказала про вторник. Вот что было во вторник. Кудрявцев встретил ее в коридоре. Случайно, между репетициями. Остановил взглядом, подошел. Сказал тихо, так, чтобы никто не слышал. «Горелова, зайди сегодня, в 9 вечера. Вы же сказали, до пятницы». Я говорю, зайди. Не для ответа. Просто зайди. Она должна была отказаться. Но она не отказалась. Она пришла в 9 вечера, через служебный вход. Ключ у нее был. Тот, который подложили в первый вечер. Она его не выбросила. Почему не выбросила, она себе не объясняла. Просто лежал в кармане пальто. И пришла. Кудрявцев был в том же зале, в том же кресле. Говорил про театр. Долго. Про то, как создается роль, как актер должен растворяться в персонаже, как страх на сцене становится настоящим, только если актер пережил что-то настоящее вне сцены. Надя слушала и ловила себя на том, что слушает, что это интересно, что он умеет говорить о театре так, как она никогда не слышала, ни от Соколовского, ни от кого другого. Он не трогал ее, не предлагал ничего, просто говорил. В конце сказал: «Завтра посмотрю, как ты работаешь с текстом. Приготовь монолог Маши. 3-е действие». Она ушла. Пришла домой. Легла и впервые за 3 дня заснула нормально. Вот чего она не рассказала. Это вскрылось само. В четверг ночью
пока она лежала и смотрела в трещину на потолке. Она пришла во второй раз, по собственной воле, без принуждения, потому что он позвал, и она пошла. Потому что он говорил про театр, и это было захватывающе. Потому что он сказал: «Приготовь монолог Маши», и она, вернувшись домой, немедленно открыла текст. Что это значит? Она лежала и не могла ответить на этот вопрос. Жертва не готовит монолог для своего насильника. Жертва бежит, жертва пишет матери. Жертва рассказывает соседке по комнате. Надя не сделала ничего из этого. Надя пришла во второй раз, слушала про театр и готовила монолог. Так кто она? Она не знала. И это было страшнее всего. Утром в пятницу пришла Таня. Надя еще не спала, просто лежала с закрытыми глазами. Услышала, как Таня возвращается, как скрипит кровать. Потом тишина. Потом тихий голос. «Надя, ты спишь?» «Нет. Мне нужно тебе кое-что сказать». Пауза. Я дала показания. На прошлой неделе Рощина спрашивала всех новеньких по отдельности. Как адаптация, есть ли жалобы, как отношения в коллективе. Я сказала, что у тебя проблемы с ансамблевым чутьем, что ты держишься отдельно, не вливаешься. Надя молчала. «Прости, я не хотела тебе вредить. Просто Рощина спросила, нужно ли беспокоиться за кого-то из новеньких, и я испугалась молчать. Думала, если промолчу, она сама что-нибудь придумает. Хотела дать что-то мелкое, безвредное. «Ансамблевое чутье», — повторила Надя. «Это же не страшно. Это просто формулировка. Таня, ты понимаешь, что эта формулировка ляжет в характеристику? Что с такой характеристикой меня можно отчислить по творческому несоответствию? Молчание. Я не думала, что так далеко. Они всегда думают, что не так далеко. Тишина, долгая. «Прости», — снова сказала Таня, совсем тихо. Надя не ответила, не потому что злилась. Она понимала Таню. Мать-одиночка в Горьком, больные ноги, 3 рубля в месяц. Таня защищала то единственное, что у нее есть. Но понимать не значит простить. И Надя спросила себя еще раз. Она сама лучше? Она сама честнее? Она пришла во второй раз, готовила монолог, хранила ключ в кармане, не выбросила ключ. Оля Беляева появилась днем, сама. Надя не искала ее, она пришла к ней, постучала в дверь, зашла, закрыла за собой, встала у шкафа. «Ты спрашивала меня вчера про зал с номером 3?» «Да». «Я не могла говорить там. В коридоре всегда кто-то есть». Надя выпрямилась. «Оля, что ты знаешь?» «Я знаю, что 3 года назад одна девочка, Нина Борисовна Краснова, написала письмо в горком, анонимное. Ты это уже слышала, наверное?» «Слышала. Но ты не слышала другого. Письмо не затерялось само по себе. Его перехватили. Здесь, в театре. Кто-то из своих сдал. Кто именно, никто не знает. После этого Нина уехала сама, не дожидаясь перевода. Сказала, лучше уеду, чем буду ждать, что они сделают». Надя почувствовала холод в груди. «То есть кто-то внутри работает на него?» «Не обязательно на него лично, просто на систему. Есть люди, которым выгодно, чтобы ничего не менялось. Директор, завлит, комендант по жилью, у каждого своя нить. Потяни одну, потянешь всех. Значит, даже если у меня будет пленка, ее могут перехватить?» «Да». «Тогда что?» Оля помолчала, потом подошла ближе. Пленка должна уйти напрямую. Не через театр, не через горком, не через официальные каналы. Есть один человек, журналист. Он писал про советский театр, настоящий, не парадный. Его материалы иногда уходили на западные радиостанции, «Голос Америки». Он не публикует в советских газетах, потому что не может, но он хранит. Ты его знаешь? Знаю, где его найти. Он бывает у дома журналистов по вторникам. Но это уже другой уровень риска. Это не просто жалоба в горком, это статья 58. Надя знала эту статью. Антисоветская агитация. Это не перевод в Воронеж, это совсем другое. Ты сама так не сделала?
Оля опустила плечи. «Я не смогла. У меня младший брат. Он поступает в университет. Если на меня заведут дело, его не примут. Никуда. Я не могу сломать ему жизнь из-за своей. Вот оно. Брат, мать, прописка, партбилет, место на заводе. У каждой свое. Свое единственное, что нельзя потерять. И именно это держит всех здесь крепче любого замка». «Я понимаю», — сказала Надя тихо. «Ты пойдешь сегодня?» — спросила Оля. «Не знаю еще. Если пойдешь, будь осторожна. Не только с ним, со всеми». Она ушла. Надя сидела и думала про то, что сказала Оля. Не только с ним, со всеми. Около 6 вечера Надя снова постучала к Зинаиде Петровне. Та открыла сразу, будто ждала. «Я пойду сегодня». «Знаю. Я должна вам кое-что сказать». Она рассказала про вторник, про то, что пришла во второй раз, что слушала, что готовила монолог, что не выбросила ключ. Зинаида Петровна слушала молча, не перебивала, лицо ровное. Когда Надя замолчала, та долго смотрела в окно. «Теперь я скажу тебе то, о чем не говорила раньше». «Хорошо». «Я тоже пришла однажды во второй раз. 40 лет назад. Другой театр, другой режиссер, другой город. Я была моложе тебя. И я тоже думала, я пришла, потому что мне интересно, потому что он умеет говорить о театре, потому что это профессионально, а не то, что мне кажется». Надя не дышала. «Потом я уехала из того театра, приехала сюда, думала, здесь по-другому. Здесь другой человек, другие правила, здесь я буду умнее». И что? Здесь оказался Кудрявцев. Тишина. «Я не рассказываю тебе это, чтобы ты пожалела меня. Я рассказываю, потому что ты сейчас стоишь там, где стояла я, и ты должна знать. То, что ты пришла во второй раз, это не твоя вина, это их метод. Они не берут силой, они делают так, что ты идешь сама. Разговор про театр – это не случайность, это инструмент. Он знал, что ты придешь, потому что все приходят». Надя почувствовала, как что-то внутри сломалось. Не больно. Просто сломалась, как ветка под снегом. «Тогда зачем пленка?» — сказала она, «если это система, которая всегда выигрывает». «Потому что однажды система проигрывает. Не сейчас, не завтра, но проигрывает. И когда это случится, нужны будут голоса, реальные, на пленке». «Вы верите, что это случится?» Зинаида Петровна помолчала. «Я не верю. Я знаю. Такие системы всегда падают. Они падают медленно, невидимо, а потом сразу. И в тот день те, кто молчали всю жизнь, захотят, чтобы кто-то говорил за них». Надя кивнула. «Дайте магнитофон». Зинаида Петровна достала коробку из шкафа, поставила на стол. Надя взяла комету, подержала в руках. Легкий, потертый, теплый, как будто кто-то держал его до нее. «Включать здесь. Батарея держит 40 минут, не больше. Кладешь в сумку, прикрываешь шарфом, уходя, не забудь, сумку не оставляй». «Понятно. И еще одно». «Что?» Зинаида Петровна смотрела на нее серьезно, без театральности, как смотрят на человека, которому говорят последнее важное слово. Что бы он ни сказал сегодня, ты не отвечаешь. Только слушаешь, не соглашаешься, не отказываешься. Просто молчишь и даешь ему говорить. Пусть сам заполняет тишину. А он будет? Всегда заполняет. Они все заполняют. Тишина их пугает больше, чем вопросы. В 8 вечера Надя оделась. Таня сидела на кровати, смотрела на нее. Молча, без вопросов. Знала, куда та идет. Или догадывалась. Не останавливала. Надя взяла сумку. Положила внутрь шарф, кошелек, театральную программку. Все, что обычно носят в сумке. Сверху комету в коробке. Накрыла шарфом. В коридоре остановилась. Включила магнитофон. Услышала тихое шипение пленки. 40 минут. Вышла на улицу. Холодный воздух. Запах осени и мокрого асфальта. Лампочка над служебным входом горела. Как всегда. Надя достала ключ. Вставила в замок. И здесь, впервые за все эти дни, поняла нечто, от чего перехватило дыхание. Ключ у нее был с первого вечера. Она его не выбросила.
Зинаида Петровна 3 года хранила магнитофон. Оля знала про журналиста у дома журналистов. Все это было готово. Давно готово. Они ждали не просто человека, конкретного человека. Того, кого Кудрявцев выберет, кто придет во второй раз и все равно не сломается. Кто поймет оба берега, изнутри и снаружи. Они ждали ее. Но тогда возник вопрос, от которого у Нади потемнело в глазах. Если они все спланировали, кто еще об этом знает? И можно ли доверять Зинаиде Петровне? Замок щелкнул. Дверь открылась. Бетонные ступени уходили вниз в темноту. Магнитофон в сумке тихо шипел. 40 минут. Надя спустилась. Что бы вы сделали на ее месте? Пишите внизу. Читаю каждый комментарий. 15 ступеней вниз. Надя считала. Снова. Как в первый раз. Ноги замедляются. Мозг ищет точку опоры. Только теперь точка опоры была в сумке. Тихое шипение пленки. 40 минут. 38 уже. Коридор, бетон. Тусклые лампочки. Капает вода где-то в темноте. Кап, кап, кап. Как в первую ночь. Линолеум под ногами. Она запомнила каждую трещину. Вот так, где он сдулся у стены. Вот так, где цвет выгорел до белого. Дверь с номером 3. Полоска света под ней. Как всегда. Надя остановилась. Поправила сумку на плече. Проверила. Шарф лежит сверху. Комета прикрыта. Ручка на запись. Взялась за ручку двери. И в ту же секунду вспомнила вопрос, который остановил ее у служебного входа. Можно ли доверять Зинаиде Петровне? Она ждала 3 года. Хранила магнитофон. Знала про журналиста. Знала про Олю. Знала все. И молчала 20 лет. Почему молчала 20 лет и вдруг перестала? Потому что появилась Надя. Горелова из Уфы. Новенькая, которую Кудрявцев заметил в первый же день. Слишком быстро заметил. Соколовский написал рекомендательное письмо. Кудрявцев внес ее в список на роль. Вызвал в первый же вечер. Потом еще раз. А вдруг это не случайность? Вдруг Зинаида Петровна знала раньше нее. Знала, кого выберет Кудрявцев. И ждала именно ее. Конкретно ее. Надю Горелову из Уфы. 18 лет. Рекомендация Соколовского. Но зачем Зинаиде Петровне это нужно? Что она защищает? Надя стояла у двери и не знала ответа. Пленка крутилась. 35 минут. Она толкнула дверь. Кудрявцев был не один. Это был первый удар. Надя вошла и увидела двоих. Кудрявцев в своем кресле, как всегда. И рядом на стуле у стены Нина Аркадьевна, завлит. С папкой на коленях, со авторучкой в руке. Надя остановилась. «Заходите», — сказал Кудрявцев спокойно. «Садитесь». Надя не садилась. Смотрела на завлита. «Нина Аркадьевна здесь по делу», — объяснил Кудрявцев. «Мы как раз обсуждали распределение ролей на следующий сезон. Вы вовремя». «Я думала, это личная репетиция. Это рабочий разговор. Садитесь, Горелова». Надя села, поставила сумку на пол, рядом с ногой, чуть в сторону. Проверила взглядом, незаметно. Шарф лежит ровно. Нина Аркадьевна открыла папку, не смотрела на Надю, смотрела в бумаги. «Горелова Надежда Ивановна», — произнесла она. «Первый сезон. Направление от областного управления культуры. Рекомендация педагога Соколовского». «Да», — сказала Надя. «Вениамин Захарович предлагает ввести вас в основной состав со 2-го квартала. Роль Нины в «Чайке». Это серьезно для первого сезона?» Надя молчала. «Для этого нужно оформить ряд документов», продолжала Нина Аркадьевна ровным голосом. «В том числе постоянную прописку. Ваша временная заканчивается через 3 месяца. Постоянная – это другой статус, это Москва». «Я понимаю». «Хорошо. Тогда вы понимаете и условия». Она закрыла папку, посмотрела на Надю, впервые за весь разговор. Прямо, без выражения. «Условия простые. Вы работаете с Вениамином Захаровичем в том режиме, который он определяет. Без вопросов, без жалоб, без разговоров с посторонними о том, что происходит в рамках индивидуальной работы. Взамен роль, прописка, карьера. Это честный обмен». Надя смотрела на нее. «Вы только что это произнесли вслух», — сказала она тихо.
«Я произнесла условия работы», — ответила Нина Аркадьевна. «Все законно, все в рамках трудового договора. В трудовом договоре написано работать без вопросов о том, что происходит на индивидуальных репетициях. Горелова, Кудрявцев. Голос спокойный. Не надо так. Мы говорим по-взрослому. Вы взрослый человек». Нина Аркадьевна изложила суть. «Вы соглашаетесь или нет?» Надя не ответила сразу. Думала. Нина Аркадьевна здесь не случайно. Она свидетель. Живой. Если Надя скажет что-то лишнее, Завлит это слышит. Если Надя попытается потом заявить о давлении, Завлит скажет: «Был рабочий разговор о распределении ролей, ничего лишнего не звучало, все чисто, все законно». Они пришли вдвоем именно для этого, а пленка крутится 30 минут. «Можно я задам вопрос?» — сказала Надя. «Конечно», — сказал Кудрявцев. «Вениамин Захарович, вы сказали условия. Я хочу понять точно, что именно от меня требуется вне репетиций». Пауза. Нина Аркадьевна чуть напряглась. Кудрявцев смотрел на Надю долгим взглядом, изучающим, как тогда, в первую ночь. «Доверие», — сказал он наконец. «Полное доверие тренеру. Это стандарт работы в любом серьезном коллективе». «Это я понимаю, но что конкретно означает доверие в вашем случае?» Снова пауза. Кудрявцев встал, подошел к окну под потолком, постоял, глядя на темный двор. «Горелова, я 20 лет работаю с молодыми актрисами. Я знаю, как устроен талант, знаю, что он требует. Талант – это не только техника, это опыт. Живой, телесный, личный». Актриса, которая не прожила ничего настоящего, играет мертво. Я даю опыт, настоящий. Это часть профессии. Пленка крутится 28 минут. То есть вы имеете в виду физическую близость? Спросила Надя тихо. Нина Аркадьевна резко подняла голову. Кудрявцев повернулся от окна, смотрел на Надю, и впервые за все эти дни в его взгляде было что-то новое, неуверенность, что-то похожее на осторожность. «Я имею в виду профессиональную близость», — сказал он ровно. «Доверие между режиссером и актрисой — это не то, что вы думаете. Тогда объясните, что именно это означает, конкретно». Пауза. Нина Аркадьевна закрыла папку, встала. «Думаю, на сегодня достаточно. Горелова, вы можете идти, дайте ответ до понедельника». «Нет», — сказала Надя, — «я хочу услышать ответ сейчас». Вениамин Захарович начал объяснять. Про опыт, про телесное, про живое. Пусть объяснит до конца. Тишина. Это было слишком прямо. Она понимала. Слишком прямо. Но пленка шипела в сумке. 25 минут. И Кудрявцев стоял у окна, и его уверенность, та самая, которую Зинаида Петровна называла единственной слабостью, начинала трескаться, потому что он привык к другому. К тихим девочкам, которые опускают глаза, к согласию без слов, к тому, что никто не просит объяснить вслух. Надя просила. «Ты умная», — сказал он вдруг. Тихо, без официального тона. «Слишком умная для 18 лет». «Тогда объясните умно». Он вернулся к столу, сел, помолчал. «Хорошо, ты хочешь конкретно». «Конкретно я беру актрис, в которых вижу потенциал, работаю с ними лично. Это включает физический контакт. Не как насилие, а как часть обучения. Прикосновение, близость, доверие тела. Это не секрет, это метод. Станиславский писал про правду тела. Я практикую правду тела. Станиславский не имел в виду это. Ты читала Станиславского? Читала. Тогда ты знаешь, что у метода много интерпретаций. Нина Аркадьевна у стены молчала, смотрела в пол. «Вениамин Захарович», — сказала Надя. «Вы только что объяснили, что требуете от молодых актрис физического контакта за роли и прописку. Вы понимаете, что это звучит как?» Кудрявцев смотрел на нее долго. «Это звучит как ложь 18-летней девочки, которую отчислят по творческому несоответствию», — сказал он тихо, «если она решит повторить это кому-нибудь еще». Пауза. «Понятно», — сказала Надя. Она встала, взяла сумку, аккуратно, не спеша, перекинула через плечо. «Горелова,
сказал Кудрявцев. «Ты уверена в том, что делаешь?» «Нет», — ответила она честно, — «но я делаю». Вышла, в коридоре остановилась, прислонилась к бетонной стене, закрыла глаза. Руки дрожали. Только сейчас, когда вышла, руки дрожали так, что сумка едва не упала. Она не знала, хватит ли того, что записалось. Он говорил вслух, называл вещи почти своими именами. Почти, не до конца, с этими своими интерпретациями Станиславского. Достаточно ли этого? Она не знала. Знала одно – надо выйти. Сейчас. Пока пленка еще крутится. 20 минут осталось. Пошла по коридору. Считала шаги, как всегда. 10, 20, 30. Лампочки мигали. Та, что в середине коридора, почти погасла. Горела в пол накала, оранжевая, как угасающий уголь. 40 шагов. Лестница. Надя начала подниматься. И тут шаги сверху. Она замерла. Кто-то спускался. Быстро, уверенно. Шаги мужские, тяжелые, с ударом каблука. Надя прижалась к стене, сердце в горле. Ступени скрипнули. Из темноты появился силуэт. Семен Борисович, помощник режиссера. Тот самый, который вел упражнения в малом зале и смотрел в окно. Он увидел Надю, остановился. Посмотрел на нее, на сумку, снова на нее. «Горелова, ты что здесь делаешь?» «Репетиция», — сказала она ровно. «В это время?» Вениамин Захарович назначил. Семен Борисович стоял и смотрел. Что-то в его взгляде было не то, не удивление, что-то похожее на расчет. «Репетиция уже закончилась?» «Да». «И как прошло?» «Нормально». Пауза. Он смотрел на сумку. «Тяжелая», — сказал он. «Что там у тебя?» «Сменная обувь», — ответила Надя. «Текст, программка, обычная. Покажи». У нее остановилось дыхание. «Зачем?» «Просто покажи». Они стояли на лестнице, бетонные стены, тусклый свет, капает вода где-то внизу. Семен Борисович был на 2 ступени выше и смотрел вниз так, как смотрят люди, которые знают больше, чем говорят. Надя не двигалась, в голове мгновенная вспышка. Он здесь не случайно. В это время, на этой лестнице. Он знал, что она здесь. Значит, его позвали. Значит, там, в зале, Кудрявцев понял. Или Нина Аркадьевна, или оба. Не только с ним, со всеми. Оля была права. «Семен Борисович», — сказала Надя тихо, — «я устала, мне надо домой». «Покажи сумку Горелова». «Нет». Он сделал шаг вниз. Надя сделала шаг назад. Оступилась на нижней ступени, схватилась за стену. Не упала, но на секунду потеряла равновесие. Этой секунды хватило. Он шагнул, протянул руку. Не грубо, не силой. Просто взял ремень сумки у нее с плеча. «Дай, я только посмотрю». Надя держала ремень 2 руками. «Не дам. Горелова, не делай из этого сцену». «Я не делаю, это моя сумка». Они стояли в полутьме, держали один ремень с 2 сторон. Магнитофон внутри шипел. 15 минут осталось. Или 10. Она уже не знала. «Что в сумке?» – спросил он тихо. Уже не вопрос, утверждение. Надя смотрела на него и отпустила ремень. Нет, не отпустила. Она рванула сумку на себя, резко, всем телом, как учили на физкультуре в уфимской школе, когда играли в перетягивание. Семен Борисович не ожидал. Качнулся вперед. Надя уже бежала вверх по ступеням, перескакивая через одну, держа сумку обеими руками, прижатой к животу. 5 ступеней. 3. 1. Железная дверь. Она толкнула ее плечом. Не открывалась. Не открывалась. Надя нажала ручку, и дверь поддалась. Ночной воздух. Двор. Лампочка над служебным входом. Надя выбежала, не оглядываясь. Пересекла двор, нырнула в арку, вышла на улицу. И только там остановилась. Прислонилась к стене дома. Дышала. Сзади тишина. Никто не бежал следом. Она открыла сумку. Сдвинула шарф. Комета работала. Пленка крутилась. Надя закрыла сумку. Зашагала по улице. Быстро, не останавливаясь, не оглядываясь. В сторону от театра. В сторону от коммуналки. Просто вперед, пока ноги несут. Шла долго. Может, час.
может, меньше. Остановилась у телефонной будки, зашла, сняла трубку, набрала номер коммутатора. «Соедините с квартирой 22, дом 8». Щелчок, гудки. Долгие и бесконечные. Потом голос Клавдии Степановны, сонный и раздраженный. «Кто?» «Это Горелова. Мне нужна Свистунова». «Ночь на дворе». «Я знаю. Пожалуйста». Пауза, шаги, стук в дверь, голоса. Потом Таня. «Надя, ты где?» «Я на улице. Таня, слушай внимательно. Иди к Зинаиде Петровне прямо сейчас. Скажи ей, пленка есть. Она поймет. Скажи, что я жду у телефонной будки у Садового кольца, напротив булочной». «Надя, что случилось?» «Потом расскажу. Иди». Она повесила трубку, вышла из будки, встала у стены. Холодный воздух, пустая улица, редкие фонари. Где-то далеко трамвай, звон рельсов. И тут Надя почувствовала, что что-то не так, не снаружи, внутри. Она стояла и думала про ключ, тот самый ключ от служебного входа, который подложили под дверь в первый вечер, который она не выбросила, который принесла сегодня и которым открыла дверь. В первый вечер она думала, это знак доверия, режиссер заметил, режиссер выбрал, это начало. Сегодня она поняла другое. Ключ давали всем, не ей одной, всем. Каждой новенькой, которую Кудрявцев выбирал. Конверт под дверью, ключ с биркой, лампочка над входом. Это не был знак избранности, это был стандарт, отработанный механизм. 20 лет, сотни девочек, один и тот же конверт, один и тот же ключ. Тот ключ, который она держала в кармане пальто 3 дня и считала своим. Был ничем, просто металл с биркой. Ключ, которым открывает одну и ту же ловушку. Надя сжала сумку. Пленка внутри уже не крутилась, 40 минут кончились. Но она успела. Из-за угла показались 2 фигуры. Быстрые шаги, знакомые силуэты. Зинаида Петровна и Таня. Зинаида Петровна шла прямо, быстро. Надя никогда не видела ее такой. Без медлительности, без старческой осторожности. Как человек, который ждал этого момента 20 лет и теперь идет на него без остановки. Они подошли. Зинаида Петровна остановилась напротив. Смотрела на Надю, потом на сумку. «Есть?» «Есть», он говорил, называл почти своими словами. «Почти?» «Достаточно». Зинаида Петровна закрыла глаза на секунду, открыла. «Семен Борисович тебя видел?» «Да, попытался взять сумку, я убежала». «Значит, они уже знают, значит, времени нет. Сколько у нас?» «До утра. Если до утра пленка не уйдет из театра, ее найдут. Или тебя переведут раньше, чем ты успеешь что-то сделать. Оформят документы задним числом. Психологическая нестабильность, неспособность работать в коллективе. Ты знаешь, как это делается». «Знала. Значит, журналист», — сказала Надя. «Значит, журналист». Таня стояла рядом и молчала. Потом тихо сказала: «Я пойду с вами». «Не надо», — сказала Надя. «У тебя мать». «Я пойду с вами», — повторила Таня, твердо. Надя посмотрела на нее. На круглое лицо, на косу, на кулек с карамельками, которого уже давно не было. Таня из Горького болтала без остановки в первый вечер. Первой сломалась, первой предала. И вот стоит здесь, в час ночи на пустой улице Москвы и говорит: «Я пойду с вами». «Хорошо», — сказала Надя. Зинаида Петровна уже шла вперед. «Дом журналистов 40 минут пешком, он живет рядом. Таня, ты знаешь этот район?» «Нет». «Я знаю», — сказала Надя. «Идемте». Они пошли по темной улице. 3. Сумка у Нади на плече. Внутри комета 209. Пустая катушка. Отработанная пленка. 40 минут записи. Голос Кудрявцева. Слова о телесном опыте. О Станиславском. О том, что 18-летние девочки из провинции не поверят. Произнесенные вслух. Впервые за 20 лет. Вслух. Надя шла и думала только об одном. Журналисту дома журналистов это Оля сказала. Оля, которую Надя почти не знает. Оля, у которой брат поступает в университет. Откуда Оля знает про журналиста?
И почему она рассказала это именно Наде? Фонарь над следующим перекрестком мигнул и погас. Журналист открыл дверь в 2 часа ночи. Небритый, в майке со стаканом чая в руке. Лет 45, невысокий, лысеющий. Смотрел на 3 женщин у своей двери. Молча, без удивления. Как будто к нему часто приходили в 2 часа ночи. «Зинаида?» — сказал он. «Борис, есть пленка». Он отступил в сторону. «Заходите». Его звали Борис Аркадьевич Левин, бывший театральный критик. Статьи выходили в театральной жизни, до тех пор, пока в одной из них он не написал про системный упадок советской режиссуры. После этого его попросили уйти по собственному желанию. Теперь он писал в стол. Иногда передавал тексты через знакомых. Куда уходили тексты, он не уточнял. Надя понимала, куда. Это была не просто другая степень риска, это была другая страна. Борис Аркадьевич поставил магнитофон на стол, включил. В тишине маленькой квартиры шипение пленки, потом голоса. Надя слышала запись впервые. Себя слышала. Тихий ровный голос, чуть напряженный. Кудрявцева слышала. Спокойный, уверенный, привыкший к тишине вокруг своих слов. Талант требует опыта, живого, телесного, личного. Физический контакт, не как насилие, а как часть обучения, правда тела. Потом самое главное, его последние слова. Это звучит как ложь 18-летней девочки, которую отчислят по творческому несоответствию, если она решит повторить это кому-нибудь еще. Борис Аркадьевич остановил пленку, долго молчал, потом посмотрел на Надю. «Это вы?» «Да». «Сколько вам лет?» 18. Он поставил стакан, потер лицо руками. Хорошо слышно, голос чистый, слова почти прямые. Почти. Достаточно? Для советского суда нет. Для западного радио – да. Для истории – определенно да. «Нам нужно, чтобы это вышло быстро», – сказала Зинаида Петровна. «До утра у них не будет уверенности, что пленка существует». После утра начнут действовать. Понимаю. Ты сможешь? Борис Аркадьевич встал, прошелся по комнате, остановился у окна. Я могу передать текст, расшифровку с контекстом. На радио уйдет не раньше, чем через неделю. Здесь это ничего не изменит сразу. А сама пленка? Пленка должна быть в надежном месте. Ни у меня, ни у вас. У третьего человека. Того, до кого не доберутся первым. «Есть такой?» – спросила Надя. Борис Аркадьевич посмотрел на нее. «Есть. Но, девочка, ты понимаешь, что это значит? Ты понимаешь, что завтра утром тебя вызовут к директору, что в твоей характеристике появятся слова, которые закроют тебе дорогу не только в этот театр, но и в любой другой, что твой педагог Соколовский получит письмо о том, что его рекомендация оказалась ошибкой?» Надя молчала. «Понимаешь?» «Понимаю». «И все равно?» «Все равно». Борис Аркадьевич кивнул, взял пленку, убрал в ящик стола, запер. «Хорошо, я знаю, что делать». Они вышли в 4 часу. Таня молчала всю дорогу обратно. Зинаида Петровна шла рядом с Надей, ровно, прямо, как всегда. Только у подъезда остановилась и сказала тихо. «Ты сделала правильно. Я не знаю, что изменится». «Ничего», — сказала Зинаида Петровна. «Не сразу. Может, никогда при нас. Но ты сделала правильно. Это не одно и то же». Она вошла в подъезд. Надя стояла у двери, смотрела на двор, на кирпичное строение в углу, на железную дверь. Лампочка над служебным входом горела, как всегда. Надя подумала, когда она погаснет? Когда кто-нибудь просто выкрутит лампочку и все? Или она будет гореть еще 20 лет, освещать пустой двор, ждать следующую девочку с конвертом под дверью? Она не знала ответа. Вошла в подъезд. Утром ее вызвали в 10. Надя не спала, лежала, смотрела в трещину на потолке, ждала. Знала, что вызовут, не могла не знать. Таня ушла на репетицию молча. На пороге остановилась, не обернулась. Просто стояла секунду и вышла. В 10 постучала Клавдия Степановна. «Горелова, в дирекцию». Директор театра Павел Григорьевич Усков был маленьким, аккуратным человеком с тихим голосом. Из тех, кто никогда не повышает тон,
Потому что не нужно. Власть не кричит. Власть говорит тихо. И от этого становится страшнее. В кабинете, кроме него, сидела Нина Аркадьевна и еще один человек, незнакомый в сером костюме без представления. Надя села. «Надежда Ивановна», — начал Усков, — «мы ценим молодых артистов. Вы приехали с хорошей рекомендацией. Мы рассчитывали на плодотворную работу». «Я тоже рассчитывала. К сожалению, должен сообщить. По итогам первых недель работы творческое руководство пришло к выводу, что ваша адаптация проходит с затруднениями психологического характера. Это бывает. Москва – большой город, нагрузки серьезные. Меня переводят? Мы рекомендуем вам взять паузу, вернуться домой, отдохнуть. Через год, если захотите, можете попробовать снова. Дверь не закрыта. Дверь не закрыта. Система не говорит «нет». Она говорит: возьмите паузу, отдохните, попробуйте через год. «А что будет написано в характеристике?» – спросила Надя. Усков переглянулся с Ниной Аркадьевной. Стандартная формулировка. Психологическая нестабильность, сложности адаптации в условиях высоких профессиональных требований. Понятно, Надежда Ивановна. Это был голос незнакомца в сером костюме. Он говорил впервые, негромко, без интонаций. Мы хотели бы уточнить один момент. У вас с собой вчера была сумка. После репетиции вы вышли через служебный вход. Наш сотрудник видел вас. Сумка была тяжелая. Надя смотрела на него. Да, я носила сменную обувь. Только обувь? И текст, и программку. Горелова. Голос тихий, ровный, как поверхность воды перед тем, как она уходит воронкой. Если у вас есть что-то, что принадлежит театру, лучше вернуть. Добровольно. Это в ваших интересах. У меня нет ничего, что принадлежит театру. Пауза. Хорошо. Тогда до свидания, Надежда Ивановна. Вам помогут с документами на выезд. В коридоре ее ждала Оля Беляева. Надя увидела ее и остановилась. Оля стояла у окна, смотрела во двор. Когда Надя вышла, повернулась. Лицо обычное. Опущенные плечи, тихий взгляд. «Ты сдала меня», — сказала Надя. «Не вопрос». Оля не ответила сразу, потом кивнула. Они спросили, с кем ты разговаривала. Я сказала, со мной. Они спросили, о чем. Я сказала, не знаю. Но про журналиста ты рассказала мне сама. Да. Зачем? Оля молчала. Долго. Потому что я не смогла пойти сама. Сказала тебе, пусть идет кто-то другой. Думала, так чище. Буду знать, что кто-то сделал, а сама останусь в стороне. И брат не пострадает. Да. Надя смотрела на нее, без злости. Злость требует сил, а сил уже не было. «Пленка у Левина?» – тихо спросила Оля. «Не знаю, о чем ты говоришь». Оля кивнула, снова повернулась к окну. «Прости», – сказала она, почти беззвучно. Надя пошла дальше, собирала вещи 2 часа. Таня пришла с репетиции в обед. Стала у двери, смотрела, как Надя складывает платье в чемодан. Молчала. Потом подошла. Взяла с полки кулек с карамельками, тот самый, почти пустой, положила в чемодан, поверх вещей. «Не надо», — сказала Надя. «Надо», — сказала Таня. Они обнялись, быстро, крепко. Таня не плакала, просто стояла и держала. Потом отступила. Взяла свою тетрадь с текстом, открыла и вышла. Закрыла за собой дверь. Надя осталась одна. Закрыла чемодан, застегнула, поставила у двери. Подошла к окну последний раз. Двор, рябина, мусорные баки. Кирпичное строение с железной дверью. Лампочка над входом. Горит. Середина дня, а она горит. Надя взяла чемодан и вышла. В коридоре встретила Зинаиду Петровну. Та стояла, как будто ждала. В руках ничего, просто стояла. «Едешь?» – спросила она. «Еду». Левин передаст. Не сразу, но передаст. Ты понимаешь, что здесь ничего не изменится, что Кудрявцев продолжит работать? Понимаю. И все равно. Все равно. Зинаида Петровна смотрела на нее долго. Потом сказала тихо, без театральности. Ты первая за 20 лет, кто ушел не сломавшись. Откуда вы знаете, что я не сломалась? Потому что ты задаешь этот вопрос. Она чуть коснулась руки Нади. Легко, на секунду.
как прикасается к тому, что уходит и не вернется. Потом повернулась и пошла по коридору. Надя смотрела ей вслед и поняла, впервые за все эти дни, что не знает, сколько лет Зинаиде Петровне по-настоящему. Старая, прямая, серебряные волосы. Говорит, 20 лет здесь, а до этого другой театр, другой режиссер, другой город. Сколько раз она видела это начало, сколько девочек вот так уходили с чемоданами, и каждый раз стояла в коридоре и провожала, потому что сама уйти не могла, потому что некуда. Желтый автобус приехал в 3 часа. Тот же самый, или такой же. Надя не знала. Водитель курил у открытой двери, смотрел в сторону. Клавдия Степановна стояла на ступеньках подъезда, держала папку с документами. Горелова, подпишите акт приема передачи жилья. Надя подписала. Справку о прохождении стажировки. Подписала. Направление обратно в областное управление культуры. Подписала. Все чисто, все по форме. Документы, печати, подписи. Нигде не написано, почему уехала. Нигде не написано, что происходило в подвальном зале с номером 3. Только формулировка. Сложности адаптации, психологическая нестабильность, рекомендован перерыв. Надя взяла документы. Положила в сумку, в ту самую, где вчера лежала комета. Пустая сейчас, просто сумка. Залезла в автобус. Села на то же место у окна справа, как 3 недели назад, когда ехала сюда. Автобус тронулся. Надя смотрела в окно. Проехали ворота, проехали улицу, проехали угол, за которым стоял дом журналистов. Потом площадь, метро, поток машин. Москва жила, как ни в чем не бывало. Через 3 недели Борис Аркадьевич Левин передал расшифровку пленки через цепочку знакомых. Текст ушел в Европу. Там лежал, ждал момента. Момент не наступил. Через месяц Бориса Аркадьевича вызвали для беседы. Беседу провели тихо, по-деловому. Ему объяснили, что распространение материалов, порочащих советскую культуру, это статья. Он кивнул. Больше ничего не передавал. Пленка осталась у 3-го человека, имя которого Надя так и не узнала. Может, лежит до сих пор, может, нет. Нина Борисовна Краснова, та самая, что 3 года назад написала анонимное письмо в горком, работала в Воронежском театре оперетты. Вышла замуж, родила дочь. На вопросы о Москве отвечала коротко. Не сложилось. Оля Беляева осталась в театре. 2-й состав, потом 3-й. Роли небольшие, но стабильные. Брат поступил на физфак. Таня Свистунова сыграла Нину в «Чайке». Рецензия в «Вечерней Москве» 3 строчки. Похвала. Потом еще роль, потом еще. Стала своей в труппе. Через год перестала писать Наде письма. Не потому что забыла. Просто некоторые нити лучше отпустить. Зинаида Петровна Малахова умерла в 110 году. Тихо, в своей комнате в театральной коммуналке. Герань на подоконнике засохла через неделю после нее. Никто не поливал. Комнату освободили, вселили нового человека. Надя Горелова вернулась в Уфу. Мать встретила на вокзале, не плакала. Смотрела внимательно, как смотрит на человека, которого отправили одним, а вернулся другим. «Что случилось?» – спросила она на перроне. «Не сложилось», – сказала Надя. Мать кивнула, взяла чемодан, они поехали домой. Надя смотрела в окно трамвая на Уфимские улицы. Знакомые, маленькие, медленные. Думала, здесь все так же, здесь ничего не изменилось, только она изменилась. Через месяц она устроилась в Уфимский драматический театр. Роли небольшие. Репетиции днем, без подвальных залов и конвертов под дверью. Соколовский сказал, жаль, что Москва не получилась. Надя ответила, ничего, здесь тоже сцена. Он посмотрел на нее и почему-то не стал спрашивать больше. В 900 году Вениамин Захарович Кудрявцев выпустил спектакль «Оптимистическая трагедия». Рецензии были восторженные, аншлаги 3 сезона подряд. Спектакль показали на гастролях в Берлине и Праге. Советская театральная школа. Лучшая в мире. Режиссер – легенда. В феврале 3200 года на торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов Вениамин Захарович Кудрявцев получил государственную премию СССР в области театрального искусства. Лауреату вручили диплом, медаль
и денежную премию – 5000 рублей. Фотография появилась в «Правде» на следующий день. Кудрявцев стоит у трибуны, улыбается, медаль на груди. Рядом аплодирующий зал. Его портрет повесили в фойе театра. Под портретом табличка. Народный артист СССР, лауреат государственной премии, заслуженный деятель советской культуры. Девочки из труппы проходили мимо этого портрета каждый день. Каждый день. Никто ничего не говорил. Лампочка над служебным входом горела, и никто так и не ответил за это. Завтра следующая история. Она еще темнее. Подпишитесь, чтобы не пропустить.